Привет, друзья! Анна-Лена Бербак, некогда одна из самых спорных фигур в правительстве Германии, теперь взлетает на новую высоту. Она стала президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Формально это церемониальная должность, на деле международная сцена, доступ к мировым лидерам, прямое влияние на повестку. Но за кулисами куда интереснее, ведь платить за все это будет не ООН, не международное сообщество, а немецкий налогоплательщик. Ежемесячная зарплата Бербак, чтобы вы знали, составит 13 тысяч евро. Это без учета надбавок и льгот, включая жилье в Нью-Йорке. И все это в момент, когда в самой Германии продолжаются дискуссии об урезании социальных программ, повышении налогов и нехватке средств в бюджете. Кто пролоббировал ее назначение? Почему именно Бербак, а не дипломаты с большим международным опытом? И главное, как эта фигура вписывается в новую, более жесткую и суверенную внешнюю политику Фридриха Мерца? Все больше аналитиков задаются вопросом, не стала ли ООН новой площадкой для продолжения старой зеленой повестки, которую Бербак не смогла реализовать в Берлине. Парадокс. Мерц демонстрирует отказ от зеленой идеологии внутри Германии, но допуская, что ее символ теперь представляет страну на мировой арене. Случайность или тонкий геополитический расчет? Пока граждане Германии пытаются понять, где взять деньги на аренду, одна из бывших ключевых фигур политического истеблишмента направляется в Нью-Йорк с дипломатическим иммунитетом и приличным жалованием, и все за счет федерального бюджета. Пока Анна-Лена Бербак уходит в ООН, внутри Германии начинается абсолютно совершенно новая кампания за первую в историю женщину-президента. Лицо этой инициативы – спикер Бундестага Юлия Клёкнер, представительница Христианско-демократического союза ХДС. С трибуны она заявила громко: «Пора прекратить мужское доминирование во власти. Германия готова к женщине-президенту». Но за этим лозунгом скрывается не просто борьба за равенство. Это старт новой политической игры, где феминизм превращается в инструмент влияния. Клёкнер – это опытный политик, тесно связанный с элитами ХДС, и в ее словах чувствуется не просто призыв к переменам, а явная заявка на место Штайнмайера, чей срок, напомню, истекает в 2027 году. Причем поддержку она получает не только в своей партии, но и со стороны зеленых. Парадокс? Наоборот, это свидетельство того, что за ее спиной может формироваться новый альянс власти, где гендер становится разменом монеты в борьбе за пост главы государства. Но зададимся вопросом, а действительно ли Германия сейчас хочет женщину-президента, или элиты просто ловко используют повестку, чтобы привести к власти свою фигуру под удобным лозунгом? Соцопросы показывают, общество разделено. Одни видят в этом шаг к справедливости, другие – манипуляцию, замаскированную под прогресс. Феминизм в немецкой политике становится не идеей, а именно оружием. Новый тренд – не просто продвигать женщин, а использовать их как символ для ребрендинга элит. И если Юлия Клёкнер действительно выдвинется, это станет началом масштабной перестройки политической системы. Не исключено, что за ней потянутся и другие фигуры, от бывших министров до медийных активистов. Вопрос лишь в том, готова ли страна к реальным переменам, или нас снова ждет смена вывески при сохранении старого курса. Но в Германии еще один скандал. Громкое решение Берлинского административного суда признано незаконным. Возврат 3 сомалийцев с немецкой границы. Казалось бы, миграционная политика должна остановиться. Но канцлер Фридрих Мерц заявил жестко: мы продолжим отказы в доступе на границе. И точка. Мигрантов возвращают обратно, несмотря на юридические перепоны. Суд считает, нарушено европейское право, ведь не определено, какая страна должна рассматривать ходатайство. А Мерц отвечает: Германия не может больше быть центром притяжения нелегальной миграции, особенно когда инфраструктура перегружена до предела. Поддержку Мерцу выражают и эксперты. Юрист Даниэль Тайм объясняет, если будет дана четкая правовая аргументация, такие действия могут быть признаны законными. Германия, по его словам, принимает в 8 раз больше мигрантов, чем та же Италия. И это уже становится угрозой общественному порядку. Поэтому, даже если потребуется изменить законы, Берлин готов идти на это. Министр внутренних дел Домбринт добавил масло в огонь. Мы действуем в рамках чрезвычайной ситуации, и это дает нам право применять особые меры. Говоря проще, правительство видит правовую лазейку, используя ее по максимуму. Но критики уже говорят, это путь к эрозии правовой системы и политическому конфликту с Европейским Союзом. Это не просто борьба за границей, это схватка за то, что такое суверенитет Германии в 2025 году. И в этой схватке Мерц, похоже, не намерен уступать даже судам.
Но и это еще не все. На первый взгляд обычные перестановки: Анна-Лена Бербак уезжает в Нью-Йорк, да, чтобы представлять Германию в ООН, Юлия Клёкнер заявляет о готовности стать первой женщиной-президентом, а канцлер Мерц ужесточает внутреннюю политику. Но если это все сложить вместе, становится ясно: это не случайность, это план. За кулисами разворачивается тонкая и масштабная политическая игра, где каждая фигура – часть нового сценария для Германии. И ставка не меньше, чем контроль над будущим страны. Бербак теперь в Нью-Йорке, как я сказал, где она будет не просто церемониальной фигурой ООН, она получит площадку для продвижения внешнеполитической линии, которая может идти вразрез с новым курсом Берлина. Кто-то называет ее запасным игроком Запада, кто-то теневым дипломатом глобалистов. В любом случае ее роль не стоит недооценивать. За мягкими речами могут скрываться жесткие задачи, и оплачивать все это будет, правильно, немецкий налогоплательщик. И тем временем в Берлине начинается битва за президентское кресло. Юлия Клёкнер, как опытная фигура ХДС, выдвигает повестку женского лидерства именно в тот момент, когда страна ищет стабильность. Это случайность или тщательно выверенный шаг элит, которые чувствуют приближение политического шторма и готовят новую витрину, прогрессивную, но полностью управляемую. На этом фоне Мерц действует совершенно по-своему. Он усиливает армию, ограничивает ту же миграцию, подавляет законы по усилению внутреннего контроля, и все это под лозунгом «национальная безопасность». Его курс жесткий, как я сказал, прагматичный и явно суверенистский, но чем активнее он действует, тем больше трений возникает с глобалистами, зелеными и теми, кто еще вчера диктовал повестку из Брюсселя и Вашингтона. Таким образом, три вектора – Бербак, Клёкнер и Мерц – входят в скрытую конфронтацию. Международные структуры, женское крыло элит и новый центр силы в лице Мерца – все это ведет к потенциальному столкновению внутри самой системы. Германия стоит на пороге нового политического порядка, где привычные союзы распадаются, а внутренние альянсы переформатируются в режиме реального времени. Партия только начинается, но пока в Берлине переставляют фигуры, а на международной арене Германия пробует играть большую игру, внутри страны нарастает напряжение. Простые немцы все чаще задают один и тот же вопрос: а кто платит за это политический спектакль? Ответ очевиден и тревожен: платит народ. Платит за амбиции, за эксперименты, за чужие интересы под маской прогресса. Мерц усиливает армию, вводит новые механизмы контроля миграции, запускает масштабные реформы. Все это требует колоссальных затрат. Одновременно с этим Клёкнер не без поддержки медиа и партийных структур начинает кампанию за женское президентство. Это тоже не дешевый процесс, публичное мероприятие, пиар, скрытые консультации с лоббистами. А теперь еще та же Бербак в Нью-Йорке, где ее новая роль в ООН финансируется не международными фондами, а именно из бюджета Германии. На фоне сокращения соцпрограмм, роста налогов и повышения коммунальных тарифов все это вызывает бурю негодования. Люди начинают понимать, их налоги идут не на школы, дороги и больницы, а на политические авантюры, которые не всегда отражают волю большинства. А что будет дальше? Новые налоги, новые экологические сборы или продажа госсобственности ради поддержания имиджа страны за границей? Германия словно разрывается между тремя полюсами: силовым курсом Мерца, феминистским прорывом Клёкнер и глобальной игрой Бербак. И пока элита борется за влияние, народ продолжает платить и терять доверие. Сегодня, наблюдая за происходящим, все больше людей понимают: Германия находится в точке выбора. Станет ли страна бастионом порядка под управлением Фридриха Мерца или символом прогрессивного равенства с женщиной-президентом и влиятельной фигурой в ООН? Пока все это выглядит как борьба не столько за будущее, сколько за контроль над настоящим, и ставки только растут. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.